На протяжении всей своей истории человечество и каждый человек по отдельности пытался понять, в чем смысл жизни. На эту тему написаны сотни и тысячи трактатов и книг, написаны поэмы, стихи, романы и философские размышления. Сняты тысячи фильмов, и художественных, и документальных. Некоторые заявляют, что в жизни нет никакого смысла, это просто результат эволюции. А другие говорят, что все это Божий промысел, понять который нам не дано. Впрочем, и те, и другие его не знают. Просто одни даже не пытаются понять, а вторые уже устали пытаться и попросту выжимают выгоду, пользуясь доверием тех, кто все еще ищет. И для того, чтобы понять, есть ли у жизни какой-то смысл, то сначала надо понять, а что такое вообще жизнь? Как и почему она появилась? В широком смысле этого слова, а не только конкретно в человеческом. Вы на канале «Эпоха недоверия» с Михаилом Калмыковым. И это вторая серия, в которой мы попытаемся докопаться до смысла жизни. В первой серии мы с вами говорили об эфире и о том, как развивалась его история. Какая связь между смыслом жизни и эфиром? Об этом я сказал еще в самом начале прошлой серии, но на всякий случай напомню. Дело в том, что если опираться на официальные постулаты науки, то смысла в жизни нет. Есть закономерный ход эволюции, безжалостный и беспощадный. И единственная связь между поколениями живых существ состоит в передаче наследственного опыта через генетические мутации. После смерти не остается ровным счетом ничего. Полное забвение. И это достаточно страшная перспектива. С одной стороны, кажется, будто таким образом мы придаем жизни большую ценность, потому что жизнь одна единственная и бесценная. Но с другой стороны, это же дает возможность плевать на мораль, этику, аннулирует взаимоотношения между людьми, раздувает эгоизм до чудовищных размеров, срывает какие-то ограничительные рамки. Ведь жизнь лишь одна, а значит, надо получать максимальную отдачу для себя любимого всеми доступными средствами. Теряется стыд, уважение, совесть. И самое главное, полностью теряется смысл в продолжении рода. Зачем тратить лучшие годы жизни на то, чтобы вырастить, воспитать детей, внуков? Зачем, если жизнь всего одна? Лучшее решение – это украсть побольше денег и пребывать остаток дней, катаясь на дорогих машинах, проводя время на берегу моря с бутылочкой виски или в обществе красивых девочек или мальчиков. Дети, родители – это лишний груз. И как ни странно, такая логика в итоге приводит к вымиранию. То есть сама природа, эволюция в итоге вычеркивает из своих рядов тех, кто считает, что смысла жизни вообще нет. Они просто не оставляют потомства и вымирают. Во всяком случае те, кто довел свой материализм и эгоизм до максимума. Большинство же видят смысл жизни в продолжении рода. Но все-таки это не смысл, а цель. Цель – продолжать существование вида, рода, человечества, всех живых существ вообще. Цель, но не смысл. Примерно так же, как цель автомобиля ездить. Как можно дольше, дальше и желательно не ломаясь. Это его цель. Но смысл автомобиля не в том, чтобы ездил сам автомобиль, а в том, чтобы с его помощью намного быстрее передвигался человек. Человек находится за пределами автомобиля, внутри автомобиля, вокруг него. Без человека, внутри себя, автомобиль замирает, останавливается и больше не выполняет свою цель. С человеком внутри у автомобиля появляется смысл. Он начинает двигаться, жить. Так же и со смыслом жизни. Если подходить к ней чисто с механистической точки зрения, то любое живое существо – это просто набор шестеренок из азотистых оснований, нуклеотидов и прочих белков.
Этот набор может двигаться, а может и не двигаться, может быть живым и неживым. И порой даже не всегда понятно, а почему, собственно, данный конкретный организм остановился. Но все меняется, если добавить в схему нечто большее, трансцендентное, запредельное. То, что лежит за гранью материального мира. Душа, Бог, общее сознание или что-то подобное. Если существует какая-то связь поколений, наследственная память, отчет о прожитой жизни перед неким высшим существом или более высокоорганизованной частью тебя, если существует реинкарнация в конце концов. И большая часть живых существ чувствует это подсознательно. Да, именно существ, а не только людей, поскольку я уверен, что сознанием, пониманием происходящего обладает далеко не только человек. Но об этом чуть позже. Главное в том, что если все это существует, душа, память, общее информационное поле, то они должны находиться где-то тут, рядом, недалеко от нас. Но в то же время в нематериальном пространстве, которое мы пока не можем почувствовать и зафиксировать. И единственное, что подходит под такое определение, это эфир. Мало того, в греческих первоисточниках, таких как Гесиод, Гигин, Гомер, именно появление эфира предшествует появлению всего остального мира. Именно с его появлением появляется и свет, и весь материальный мир. Вот почему первая серия этого фильма была полностью посвящена эфиру. Однако давайте теперь посмотрим на жизнь с другой стороны, с самой ее основы, с ДНК. О ней, о ДНК, у меня уже тоже была целая серия из 3 фильмов, поэтому начнем сразу с того места, на котором остановился последний из них. Как мы уже выяснили, чем дальше мы углубляемся в строение ДНК и, самое главное, в происхождение жизни, тем больше возникает нестыковок. Само собой, ученые пытаются ответить на эти загадки, и порой даже успешно. Во всяком случае, на бумаге получается красиво. Например, приводят примеры с отбором по параметрам. В этом случае для эволюции не требуется перебор миллиардов комбинаций, и эволюция происходит намного быстрее. Чуть ли не мгновенно, в геологическом масштабе, конечно. Окей, сейчас я попробую на пальцах, а точнее на кубиках, показать вам, почему естественный отбор так важен, почему без него эволюционная теория, в общем-то, имеет мало смысла, и почему так важно, что креационисты этого не понимают, почему они систематически ошибаются в своих представлениях об этой самой эволюции. Вот я сейчас беру 10 шестигранных кубиков и буду их кидать. Какова вероятность того, что выпадет 10 шестерок? Ну, она, очевидно, очень мала. Одна где-то 60 миллионам. 6 в 10 степени. То есть этого не случится. Давайте проверим на всякий случай. Не случилось, но выпало 3 шестерки. Что такое естественный отбор? Естественный отбор означает, что если появляется полезная мутация, то она фиксируется. Мы эти 3 шестерочки откладываем, а эти мутации мы перекидываем. И смотрим, что выпало. Опа, уже 4 шестерки. Окей, перекидываем остальные. Случайные же мутации у нас. Парам! И что ж мы видим? Заняло ли это 60 миллионов попыток? Сидел ли я здесь 10 лет, подбрасывая кубики? Нет, конечно. Мы получили результат гораздо быстрее, и это очень даже закономерно. Существует формула, которая позволяет все это рассчитать. И неважно, сколько граней у этих кубиков, можно подставить формулу, сколько нам нужно, чтобы выпало тех или иных чисел, сколько у нас есть вариантов исходов, и формула дает нам ответ, сколько в среднем придется все это перебрасывать, при условии, что правильные ответы фиксируются. Вот эта формула, она взята из статьи, которая называется «У эволюции было достаточно времени». В этой формуле все, что справа от дроби, не имеет особого значения, а то, что в числителе и в знаменателе, очень просто расшифровать. L — это длина слова, то есть сколько у нас кубиков, например, если мы подкидываем кубики, хотя это могут быть, например, слова, буквы в тексте каком-нибудь. И у нас есть вторая величина, это k, это количество
букв в алфавите, ну или количество цифр на кубике. И если мы знаем эти две величины, мы можем посчитать очень просто по этой формуле, сколько нужно все перекинуть, чтобы получить желанный результат. Однако это не более чем манипуляция. Ведь она основана на механизме естественного или еще какого-либо отбора удачных комбинаций. И когда мы касаемся уже готовых живых организмов, то с грехом пополам эту версию притянуть можно. Но мы же с вами говорим не об эволюции, а о самом зарождении жизни. Разница в том, что удачные комбинации должны как-то отбираться по каким-то критериям, например, приспособленности к той или иной ситуации или среде. А затем удачная комбинация должна где-то сохраниться, на что-то записаться, запомниться. И у живых организмов эта запись осуществляется в молекуле ДНК, в эдакой огромной записной книжке организма. Но как появилась сама эта книжка, само ДНК? Где, кем и как записывалась информация об отобранных комбинациях самих молекул ДНК? Где сохранялась информация о том, что нуклеотиды вообще должны записываться? Где сохранилась информация о том, что нуклеотиды скрепляются молекулами рибозы? Кто вообще считывал эту информацию, принимал ее к действию или отсекал неудачные варианты, когда еще не было ни одного механизма для этого? Поэтому пример с естественным отбором на уровне отдельных молекул и атомов, рибозы, оснований и АТФ я считаю просто манипуляцией, подменой объяснения одного процесса объяснением другого. В первых 3 фильмах о ДНК я говорил о том, что даже если получить азотистые основания естественным путем, то все вместе они не смогут соединиться по одной простой причине. Условия образования одних оснований прямо противоречат условиям образования других. Там, где одни основания синтезируются, другие, наоборот, разлагаются. А для создания жизни нам нужны все 4. Точнее, даже 5, если мы учитываем и РНК. И даже этого мало. Нужна молекула рибозы и молекула АТФ. И все в правильном порядке. Поэтому в воде жизнь никак не могла зародиться. Она могла там развиваться и эволюционировать, но зародиться никак. Ученые, кстати, тоже это понимают, хоть и признают неохотно. Поэтому ищут другие ситуации и условия появления жизни. Например, Михаил Никитин предполагает, что жизнь зародилась не в воде, ни в коем случае, но и не совсем на суше. Компромисс может быть достигнут в грязевых глиняных лужах возле горячих гейзеров, геотермальных источников. Там действительно могут сложиться более удобные обстоятельства для зарождения и последующего совместного существования всех необходимых компонентов. Там и вода, сначала горячая, потом остывающая и испаряющаяся, и разнообразие всех необходимых химических элементов, и некое подобие первичной клеточной мембраны, созданной естественным путем в природных порах, в грязи и в глине, состоящей поначалу из минеральных молекул, а также ультрафиолет в необходимых количествах. Немного, но и немало. Этот вариант гораздо лучше подходит для первоначального зарождения жизни и был условно назван первичной пиццей, по аналогии с первичным бульоном. Пиццей, потому что молекулы были размазаны по минеральной поверхности возле таких вот горячих гейзеров, словно блин или пицца. И даже проведены опыты, подтверждающие, что минеральная подложка из глин, сульфидов, карбонатов и их микропористая структура положительно способствует устойчивости первых биополимерных цепочек к распаду. Да, важный нюанс для большинства зрителей. Мы с вами так привыкли к слову ДНК, что полимеры воспринимаем как нечто чужеродное, пластиковое, искусственное. Однако молекула ДНК и РНК – это полимерная молекула.
Поэтому в конечном итоге мы все состоим из полимеров. Но их принято называть биополимерами. Итак, по версии теории первичной пиццы, эти самые первичные молекулы биополимеров бесконтрольно соединялись друг с другом в этих самых микропорах на минеральной подложке возле гейзеров. Это удивительно, но химия вполне позволяет такие процессы. Например, рост кристаллов – это вполне себе похожее явление, по сути. Однако есть существенная разница между живым организмом и кристаллом. Живой организм двигается, причем целенаправленно. И даже если вы гриб или дерево и никогда в жизни не сдвигались с места, все равно внутри вас идет очень активное и целенаправленное движение. Растут и умирают клетки. Внутри клеток двигаются рибосомы, рибозимы, полимеразы и прочие синтазы. Они непрерывно разлагают ненужные и производят нужные белки. Затем транспортные РНК перевозят белки внутри клетки точно по нужному адресу, заменяя или добавляя к общему конструкторскому проекту. Митохондрии непрерывно производят молекулы АТФ и так далее и тому подобное. Жизнь – это целенаправленное движение. А мы с вами в этой теории имеем лишь самопроизвольно возникшие цепочки полимерных молекул. И все. Это еще не жизнь, даже не близко. Для того, чтобы это уже стало жизнью, необходимо, чтобы эти молекулы обладали способностью самокопироваться, то есть продолжать свой род, размножаться. И вот тут начинается проблема. Если слушать лекции на эту тему, то каждый раз на этом самом моменте у лекторов происходит перескок. Я буду рассказывать, что на этом пути у них получилось. Если гипотезу РНК мира развернуть, какой сценарий происхождения жизни она предполагает, то получается примерно следующее. Сначала какие-то геохимические процессы порождают строительные блоки молекул РНК, нуклеотиды. Потом из этих нуклеотидов тоже какие-то геологические и химические процессы способствуют их сборке в цепочке с более-менее случайной последовательностью. Первые молекулы РНК разнообразны. Среди этих молекул РНК оказываются рибозимы, обладающие какой-то каталитической активностью. Среди этих рибозимов оказывается рибозим, ускоряющий синтез новых РНК. Причем не каких попало, а на матрице уже имеющихся РНК. Вот только что были простые полимерные молекулы, а вот внезапно появились РНК, способные самокопироваться. Само. Но вообще-то это очень серьезная проблема. Вот смотрите, мы до сих пор имеем дело с атомами. Они включены в молекулу азотистого основания, то есть плюс-минус 12-16 атомов. И эти атомы, молекулы, каким-то образом соединяются с другими похожими, образуя звено нуклеотид. Наверняка рядом образуется еще одно звено нуклеотид, и еще одно, и еще миллион. Но чтобы соединиться в цепочку, им обязательно нужны сахара, точнее конкретный сахар, рибоза, причем со строго определенной хиральностью. Хиральность – это очень важный признак. Дело в том, что сложные молекулы могут соединяться друг с другом по одинаковой формуле. У них может быть абсолютно одинаковое количество атомов, один и тот же процесс синтеза, но в одном случае один из атомов или несколько подсоединяются к своей молекуле с одной стороны, например, с правой, а у другой молекулы с другой, например, с левой. То есть получается как бы зеркальное отражение друг друга. Это и называется хиральность. От греческого обозначения руки, ладони. То есть вроде как две руки, одинаковые, но зеркально отраженные. Вроде бы что тут страшного? Это одно и то же вещество. Однако в ДНК используются молекулы только с правой хиральностью.
а те же молекулы с левой хиральностью являются ядом. Почему? Да очень просто. ДНК закручивается в спираль именно благодаря этой самой хиральности. Добавь всего одну молекулу с другой хиральностью, и вся цепочка ДНК развалится в месте стыка, потому что пойдет заворачивание в другую сторону, и противоположное основание попросту не сможет соединиться со своим комплементарным основанием. Цепочка распадется. Но в результате самопроизвольного синтеза всегда появляются одинаковое число и правых, и левых хиральных молекул. Другими словами, соединяя звенья цепочки ДНК или РНК, обязательно должен стоять барьер, отбирающий только молекулы одной хиральности и отсекающий противоположные. И поскольку изначально процент и тех, и других одинаков, то, соединяясь во все большую цепочку, у ДНК с каждым шагом становится все меньше шансов присоединить к себе правую и все больше шансов присоединить левую. То есть через несколько итераций цепочка неминуемо развалится. Но просто потому, что вокруг нее останутся только левохиральные молекулы, а правых уже не будет ни одной. Все, которые были, уже встроены в цепочку. Значит, на этом этапе заложено жесткое ограничение на рост цепочки ДНК, на ее максимальный размер. И это только первая проблема. Вторая проблема связана с тем, что соединение звеньев цепи происходит с помощью сахара рибозы, который тоже может существовать в нескольких хиральных состояниях, с той же процентной вероятностью, с теми же последствиями. Третья проблема состоит в молекуле АТФ, то есть аденозин-трифосфат. И тут загвоздок даже еще больше. Дело в том, что АТФ – это батарейка, источник энергии для протекания процессов в молекуле ДНК. Еще раз повторю, для понимания, молекула АТФ – это батарейка, без которой у ДНК и РНК попросту не будет энергии для осуществления реакции. Без АТФ никакое осмысленное копирование попросту невозможно. Да, может идти химическая реакция по увеличению длины цепочки, но тогда она будет сродни росту кристалла или кристаллической решетки. Чистая химия, без движения, без самокопирования. И только АТФ позволяет биополимерной конструкции совершать действия. А отсюда возникает закономерный вопрос: а откуда в природе берется эта самая молекула АТФ? А не откуда. Точнее, не так. Молекула АТФ сейчас есть в огромном количестве в каждой живой клетке каждого живого организма на Земле. Но изначально в природе, в свободном виде, ее практически нет. Условия, при которых молекула АТФ образуется в естественной среде без помощи уже готовых живых организмов, крайне редки, если не сказать уникальны. Кроме того, что эту молекулу создать без катализаторов крайне сложно, и образуется она в крайне малых количествах вместе с огромным количеством шлака, так она еще и разваливается почти сразу. Нужны катализаторы. И вот тут, кстати, появляются наши любимые азотные основания и сахар-рибоза. Они как раз и являются довольно надежными катализаторами процесса появления и последующего удержания молекул АТФ в стабильном виде. Но для этого АТФ должна попасть в уже готовый бульон, кишащий этими основаниями. А мы только что поняли, что процесс их появления тоже связан с некоторыми трудностями. Кроме того, нужен очень узкий коридор температур для прохождения естественной реакции. Что-то между плюс 50 и плюс 80 градусов по Цельсию. И диапазон температур, влажности, освещенности должен постоянно и в правильном порядке меняться, иначе все разрушится. И снова получается, что геотермальные источники – это чуть ли не единственный кандидат на роль такого роддома. Просто
больше нигде на планете нет мест с такой дикой мешаниной постоянно меняющихся в нужном порядке условий. Ну хорошо, предположим, все сложилось. У нас есть закрытая микрокапсула внутри породы, рядом с геотермальным источником с химическим бульоном из готовых азотистых оснований, причем разной хиральности. Эти основания соединяются в нуклеотиды, а нуклеотиды в очень коротенькие цепочки РНК или ДНК. Скрепляют их сахар-рибоза и АТФ. Дальше происходит проблема номер 4. Нужно либо расти дальше, либо начинать с самокопирования. Дальше расти наша РНК уже не может. Оно впитало в себя все окружающие правохиральные нуклеотиды, и вокруг нее остались только левохиральные. Присоединить левую значит умереть. Не присоединить ничего значит умереть. Начинать самокопирование еще сложнее, поскольку наша ДНК – это все еще бессмысленная цепочка биополимера. А значит, остается только один выход. Нужно сменить местоположение на то, где есть свободные правохиральные нуклеотиды, либо создать их самостоятельно из левых. В первом случае можно дать какой-то импульс энергии для передвижения. Для этого нужно попросту отсоединить от АТФ один атом фосфора, и выделяемая при этом энергия может столкнуть всю молекулу в сторону. А во втором нужен механизм разложения левых и построения правых. Для него нужно хранилище, где хранить информацию о необходимой последовательности действий. Нужен аппарат считывания этой памяти. Нужен аппарат выполнения приказов. Вы же не думаете, что один атом отстегнется от другого просто так? Это химия, физика. Просто так ничего не происходит. Нуклеотиды держат АТФ. Они как раз катализаторы. А как тогда заставить молекулу АТФ отдать один атом? Но вот незадача. В обоих случаях это уже осмысленное, сложное действие. Давайте поинтересуемся, что об этом говорят серьезные ученые. Потом из этих нуклеотидов тоже какие-то геологические и химические процессы способствуют их сборке в цепочке с более-менее случайной последовательностью. Первые молекулы РНК разнообразны. Среди этих молекул РНК оказываются рибозимы, обладающие какой-то каталитической активностью. Среди этих рибозимов оказывается рибозим, ускоряющий синтез новых РНК. Причем не каких попало, а на матрице уже имеющихся РНК. Среди этих молекул РНК оказываются рибозимы. Вот так. Просто оказываются. Внезапно появились. Вот тут надо уточнить, что же это такое рибозим? Наша любимая Википедия говорит, что это тоже молекула РНК, что неудивительно, которая обладает каталитическим действием. И вот первый сюрприз. Многие рибозимы естественного происхождения, а нас интересуют именно естественные. Так вот, многие естественные рибозимы катализируют, то есть ускоряют расщепление самих себя и других молекул РНК. Это как-то очень мало похоже на самокопирование. Скорее, это самоуничтожение. Но идем дальше. Многие – это ведь еще не все, верно? Далее написано, что образование пептидной связи в белках происходит с помощью рРНК-рибосомы. Кстати, если перевести эту сложную абракадабру на русский язык рРНК, то получится буквально рибосомная рибосома. Но нигде нет ни слова о том, как она появилась в естественной среде. Зато жизнеутверждающая информация о том, что ученым удалось создать искусственные рибозимы типа полимеразы, способные собирать сами себя, то есть производить свои копии. Ура! Молодцы! Хотя немного омрачает тот факт, что созданные учеными образцы создавали цепочку всего из 14 нуклеотидов в сутки,
а после этого саморастворялись. Через несколько лет удалось добиться уже скорости в 95 нуклеотидов в сутки. С тем же итогом. Но это ведь первые шаги к исследованию самого начала жизни. Что ж, давайте не будем верить Википедии и посмотрим отчет об этом эксперименте напрямую из первоисточника и узнаем, наконец, при каких условиях на Земле возникла жизнь и рибозимы. Оригинальная статья об этом была размещена в официальном органе Национальной академии наук США, журнале Proceedings of National Academy of Science 13 сентября 2004 года. И называется она, эта статья, De Novo Synthesis and Development of an RNA Enzyme. Или по-русски «Синтез де ново и развитие РНК-фермента». И вот из нее уже мы выясняем, что никаких природных условий для получения рибозимы никто не создавал. Взяли уже готовую РНК, отрезали нужные кусочки и соединили в запланированном порядке. Причем весь процесс занимал огромное количество времени. На него ушло большое количество различных химикатов, которые не встречаются в естественной среде. Были подготовлены различные этапы эксперимента с различными условиями и температурными режимами. В общем, очень непростое действие. Само собой, нечего и говорить о том, чтобы воссоздать весь этот процесс в естественных условиях. Но даже при всех этих затратах ученые смогли добиться скорости копирования в 95 нуклеотидов в сутки. Это максимально. Для сравнения, скорость работы реальной рибозимы от 50 нуклеотидов в секунду и до 1500 нуклеотидов в секунду и даже еще выше. 95 в сутки и сотни в секунду. Скажете, прошли миллиарды лет, эволюция. Может и так. Только вот самые скоростные рибозимы не у высокоорганизованных венцов эволюции, а у древнейших прокариотов, бактерий, у которых даже еще ядра нет, то есть у самых древних. Но мы отвлеклись. Из прочитанного получается, что если бы рибозимы каким-то чудесным образом внезапно появились из ниоткуда в первичном бульоне возле геотермального источника, то с 90% вероятностью они бы запустили процесс разложения самих себя и окружающих почти готовых РНК. Видимо, поэтому ученые так внезапно перескакивают к появлению рибозимы. Им ее появление кажется внезапным, но при этом очевидным. Но вот мне нет. Во-первых, ввиду описанных выше причин, каждая из которых с большим трудом, но все же преодолима. Но все вместе они составляют клубок таких счастливых и чудесных совпадений, вероятность которых стремится к нулю. И самое главное, на этом моменте все еще не работает никакой механизм отбора. Еще некуда и нечем записывать удачные комбинации. Одна ошибка и все по новой, с нуля. И как бы уверенно не заявляли ученые о своих гипотезах одновременного появления нуклеотидов, формирования из них цепочек, а затем волшебное появление рибозим, на деле ни в одной лаборатории мира условия для их спонтанного появления до сих пор не созданы. Это чрезвычайно сложная и почти нерешаемая задача. А во-вторых, на этом дело не заканчивается. Ведь самокопирование, хотя само по себе и выглядит волшебно, но каким-то образом объяснить его можно. Хотя бы просто повторением той части цепочки, по которой движется считыватель. Ага, вот до этого самого момента и можно объяснить. А затем возникают вопросы. Например, а откуда взялся считыватель? Где он берет именно нужный нуклеотид, чтобы вставить его в нужную часть цепочки? Он куда-то плавает за ним, покупает в магазине
Разбирает проходящие мимо и перестраивает, или просто ждет, авось что-то попадется? Если плавает, то как он научился осмысленно плавать? Если перестраивает, то в каком месте и на каком языке у него написана схема сборки-разборки атомов? Если тупо ждет в надежде на проплывающие мимо молекулы, то вспоминаем, что в 90% случаев естественные рибозимы разлагаются через сутки и заодно разлагают все вокруг. То есть время ограничено, а успешный опыт до сих пор некуда и не на чем записать. А как появилась первая клеточная мембрана? Мы же договорились, что первые ДНК и РНК появились в микропорах породы возле геотермальных источников, где в качестве мембраны служили минеральные стенки микропузыриков в породе. В какой момент РНК вдруг решили не самокопироваться, а создавать отдельные короткие белки, из которых надо создавать оболочку клетки? Зачем вдруг вообще понадобилась оболочка в таком случае? Это ведь не просто создать и выкинуть, создать и выкинуть. Нет. Это значит создать нужный белок по заранее сохраненному и записанному чертежу. Но перед этим еще создать промежуточные транспортные РНК, которые будут брать готовые белки и доставлять их на определенное довольно большое расстояние и возвращаться обратно за новым белком. Транспортировать его снова и таким образом, носясь туда-сюда, конструировать клеточную мембрану, кокон. И на все это нужна энергия, масса энергии. Эту энергию надо собрать и правильно уложить, чтобы потом вовремя задействовать. На все это нужна масса ресурсов, которые нужно потратить по сути впустую, ведь у нас и так есть по умолчанию минеральная стена в породе. И все эти ресурсы надо еще собрать, то есть буквально открыть охоту на них. Все это довольно осмысленные действия, которые никак не вяжутся с бессмысленным атомом или молекулой, с беспощадной химией. Все равно, что предположить, будто сложенные в рассыпную настройки кирпичи сами из себя рано или поздно путем естественного отбора построят дом. И вот тут мы снова узнаем про электричество. Оказывается, что по внешним краям со стороны АТФ нуклеотиды имеют слабый отрицательный заряд. Этот заряд позволяет молекуле ДНК удерживать равномерное скрученное состояние. Не дает краям слипаться друг с другом. То есть попросту отталкивает одноименные заряды. Наличие этого заряда – это очень важный момент в ДНК и РНК. Оказывается, без него они вряд ли могли бы существовать дальше. Отрицательный электрический заряд, размазанный по цепочке, приводит к тому, что соседние участки цепочки отталкиваются друг от друга, поддерживая ее более-менее прямую форму. Вот этот отрицательный электрический заряд на остове ДНК и РНК позволяет им иметь свойства, независимые от последовательности, позволяет ферментам, копирующим и читающим эти последовательности, работать с ДНК и РНК любой последовательности. Можно сделать химический аналог ДНК, у которого не будет этого электрического заряда, и он будет вести себя гораздо более похоже на белки. Его цепочки будут сворачиваться не в двойные спирали прямые, а в клубки, подобно белкам. И в зависимости от последовательности это будут разные клубки, как и у белков. Электрический заряд, размазанный по цепочке, это очень-очень важное свойство ДНК и РНК. Без него ничего бы не работало. И в этом состоит одно из важнейших отличий молекул ДНК и РНК от белков. В ДНК и РНК по всей цепочке размазан слабый отрицательный заряд, а в белках его нет, из-за чего белки сворачиваются в большие или маленькие клубки, а ДНК и РНК, соответственно, нет. Но на этом роль электричества в жизни не кончается, а, пожалуй, только начинается. До сих пор неизвестно, как молекула АТФ передает энергию общей цепочке. Однако то, что это каким-то образом происходит, медицинский факт. В этот момент душнилы скажут: как это неизвестно? Очень даже известно. Все очень просто. Молекула АТФ расщепляется до АДФ, и при этом выделяется энергия, которая расходуется на работу организма. В
частности рибозим, рибосом и прочих полимераз. Так-то оно так, но это лишь слова. А что за ними стоит? Это ведь все еще атомарный уровень. А значит, когда мы говорим про расщепление и выделение энергии, то должны понимать, какая сила вдруг заставляет только что с таким трудом созданную молекулу АТФ снова расщепиться. В каком виде выделяется энергия при ее расщеплении? Может быть, в тепловом виде или в механическом? Если это тепло, то как оно выглядит на уровне атомов? Если механическая энергия, то опять же, как выглядит такое механическое воздействие? Оно целенаправленное или нет? Если да, то в какую сторону? А может быть, энергия выделяется в виде электричества? Но тогда тоже нужны подробные пояснения. Какой электрон и откуда вылетает? Куда он потом попадает? И вообще вот это вот все. На атомарном уровне не годятся отмазки вроде выделения какой-то абстрактной энергии. Нужна конкретика. Однако все, что мы знаем на данный момент, это то, что молекула АТФ действительно поставляет энергию для работы ДНК. То есть буквально есть электронные фотографии ДНК до реакции и сразу после. И да, на них видно, что молекула АТФ расщепилась. Все. Кстати, этих фоток я не нашел, поэтому верю на слово биологам. Другими словами, для начала какой-то реакции в ДНК нужна четкая команда и некий импульс для ее выполнения. В данном случае для расщепления молекулы АТФ. И очевидно, что эта команда приходит с помощью электрического сигнала. Чуть выше мы с вами читали результаты исследования, в котором сообщалось о попытках создания искусственного рибозима. Чисто схематически он был создан, но почему-то не работал. Лично я считаю, что результат, при котором копируется 90 нуклеотидов за 24 часа, происходит лишь потому, что созданный рибозим тупо натыкается в пробирке или колбе на нужные молекулы. Он их не ищет, он их не производит, он их не складывает, он мертвый. Он свободно болтается в растворе и хаотично стукается о них, и они прилипают. 94 нуклеотида в сутки и 94 миллиона нуклеотидов в сутки. Вот разница между живым и мертвым в миллион раз. Живое движется целенаправленно, четко, быстро. Даже если это движение на атомарном микроуровне. А мертвое, оно мертвое, подвластно только химическим законам. Но на самом деле и это еще полбеды. Ведь копировать самого себя много ума не надо. Ощупай сам себя по звену и скопируй все, до чего дотронешься, в том же порядке. А хотя нет, надо. Оказывается, в каждой самой простенькой рибозиме существуют такие сложные переплетения, так называемые шпильки, которые перед копированием надо в обязательном порядке расплести, а затем после копирования сплести обратно. Чтобы рибозим мог скопировать сам себя, он должен уметь копировать матрицу со шпильками, потому что в любом рибозиме шпильки есть. Это уже довольно сложное действие. Это не просто пройтись по самому себе и скопировать все по ходу самоощупывания. Для этого нужна энергия для разрыва химических связей между нуклеотидами, сохранение их в порядке, пока идет копирование, а затем для склеивания их обратно, а заодно и сборки дубликатов. Эта энергия берется из АТФ, и вот тут опять встает вопрос, в каком виде она поступает? Кто дает команду расплести клубок, а затем сплести его снова? Да и откуда вообще сам механизм самоощупывания? Давайте отвлечемся на один любопытный факт. В 1950-х годах в нашей жизни появилось новое направление. Оно называется эволюционное проектирование, эволюционная инженерия
или генетическое программирование. Началось все с создания с помощью этого метода простых антенн, оптических систем, аналоговой электроники. А сейчас эта методика применяется и в проектировании микросхем, процессоров, в нейросетях, в биотехнологиях и генной инженерии, а также в медицине. Суть в том, что этот метод использует для своей работы механизм естественного отбора. Каждый раз из массива полученных данных отбираются те, что наиболее отвечают поставленной задаче, а остальные отсеиваются. Затем цикл повторяется снова и снова, пока в итоге не будет достигнут требуемый результат. И этот результат порой бывает намного лучше, чем то, что создают разработчики, люди. И я сейчас расскажу про пример эволюционного программирования, который мне как биологу лично близок и дорог максимально, который я упоминал в вопросах и ответах к своему предыдущему выступлению на «Ученых против мифов» в 2018 году. Это работа английского ученого Адриана Томпсона по эволюционному программированию вентильных матриц. Это такие микросхемы, состоящие из множества одинаковых блоков, которые можно соединять в разном порядке. Какую прошивку в микросхему зальешь, так они и соединятся. И получается, это одна микросхема, которую можно сменой прошивок перенастраивать на самые разные функции. Вот он попытался применить эволюционное программирование, чтобы заставить такую микросхему различать два аналоговых сигнала разной частоты. 1 кГц и 10 кГц, низкий тон и высокий тон. И изюминка этой работы в том, что все версии прошивок он испытывал не только в компьютерной модели этого чипа, но и заливал на реальную микросхему и проверял, как она работает. Это, конечно, заняло гораздо больше времени, но результаты получились интереснее. Ну, понятно, что начинал он с случайного соединения элементов, и такая схема не делала вообще ничего. Потом, через несколько шагов мутаций, получилась схема, которая просто пропускала входной сигнал на выход. Это уже было немножко лучше, чем ничего. Ну и через 3500 поколений получилось то, что требовалось. Схема, которая выдавала на выходе логическую единицу, высокое напряжение, если на входе была высокая частота, и логический ноль, низкое напряжение, если на входе была низкая частота. Дальше он решил посмотреть, что это за схему ему естественный отбор составил. Вот как эта схема выглядит. Вход, выход и множество ячеек, соединенных довольно беспорядочно. Дальше он эту схему показал специалистам, которые как раз занимаются разработкой прошивок для таких программируемых вентильных матриц. Они называются сокращенно PLIS или FPGA – Field Programmable Gate Array. В этой схеме было много ячеек, которые принимали сигнал ниоткуда или отправляют в никуда, или ячейки, замкнутые в кольцо, не соединяющиеся ни с чем остальным. Но если их исключить, то схема переставала работать. То есть каким-то образом помехи и наводки от несоединенных формально элементов схемы участвовали в ее работе. Вы слышали, в полученных схемах были участки, никак не связанные с основным контуром, получающие сигналы из ниоткуда и отдающие в никуда. Но если их убрать, схема переставала работать. Принято считать это доказательством того, что эволюция использует все, что можно, все, до чего может дотянуться. И действительно, с этим трудно поспорить. В данном конкретном случае схема якобы использовала электропомехи и наводки от собственных узлов. Однако помехами и наводками можно объяснить что угодно. Однако если бы это было так, то за последние 25-30 лет с момента обнаружения этого эффекта уже было бы освоено и активно применялось бы это знание. Использование собственных наводок и помех для более эффективной работы электроники. Но нет. Помехи до сих пор являются бичом электроники, с которым нужно бороться. Получается, буквально эволюционное программирование прямо показывает, что существуют некие электромагнитные поля, о которых мы ничего не знаем и видим в лучшем случае в качестве помех, но которые при этом
прямо взаимодействуют с материальным миром и оказывают влияние на эволюцию. Само собой, официальные ученые считают этот метод доказательством эволюции. Но при этом в упор не замечают прямого воздействия на эволюционный процесс создания рабочего контура неких незримых сил, которые скромно назвали помехами и наводками. Само собой, любое электромагнитное или электрическое поле таким образом подпадает под определение помехи или наводки. Да и вообще, любое поле под него подпадает, пусть даже поле Хиггса. А теперь снова вернемся к ДНК. Самое главное – это появляющийся на некоем довольно раннем этапе едва заметный, но уже ощутимый контроль со стороны электромагнитного поля или электрических волн. С самого начала появляется некий размазанный вдоль спирали ДНК или РНК слабый электрический заряд, который играет важнейшую роль в формировании и работе РНК и ДНК. В дальнейшем мы с вами увидим, что именно жонглирование электрическими зарядами на уровне атомов позволяет проводить нужные манипуляции с нуклеотидами, разбирать, собирать, отсоединять и присоединять атомы в нужных местах. Благодаря слабому электрическому заряду вдоль спирали ДНК движется рибосома, которая считывает с нее информацию о том, какие участки копировать. Электрический заряд дает ей энергию для создания новых нуклеотидов. Электрический заряд, электрическое поле, служит клеем для них, и рибосома при этом распоряжается электрическим зарядом не как химический элемент, а словно как бухгалтер на производстве. Помните, в прошлых фильмах про ДНК я спрашивал вас, каким образом в клетке плавают нуклеотиды и атомы? Ведь в анимациях нам показывают, будто они плавают в чем-то словно в воде. На атомарном уровне нет никакой воды. Есть атомы и абсолютно пустое пространство между ними. А поскольку большинство атомов изначально электронейтральны, если это не изотопы, конечно, то не существует никаких причин заставить их друг к другу двигаться. Кроме валентности, пожалуй. Если вы никогда не слышали, что такое валентность, сейчас объясню. А если закончили Гарвардский институт и все знаете, то все равно послушайте, лишним не будет. Итак, выдаю базу. В каждом атоме есть ядро и внешняя оболочка. Ядро состоит из протонов и нейтронов, и оно нам сейчас не интересно. А вот оболочка состоит из электронов. Эти самые электроны находятся на разных уровнях и в разных конфигурациях, которые называются орбиталями. Фокус в том, что орбитали могут быть заполненными и незаполненными. Если у атома все орбитали заполнены, он электронейтрален и химически инертен. Ему никого и ничего не надо. Но если у атома есть незаполненные до конца внешние орбитали, вот тогда и появляется эта самая валентность. То есть стремление атома заполнить недостающие места электронами, воруя их у других атомов с такими же незаполненными орбиталями. В результате два вроде бы электрически нейтральных атома сливаются в одну молекулу под действием силы. Какой силы? Электричества. Но атомы все равно имеют нейтральный заряд, а значит не могут притянуться друг к другу за счет разных зарядов. Тогда что это за сила? И да, это все-таки электричество. Но не то, о котором мы что-то знаем и которым вовсю пользуемся в розетках, а другое, загадочное и почти неизученное, несмотря на весь наш прогресс, статическое электричество. Это не просто какой-то ток, это поле. Поле, созданное в пространстве неподвижными электрическими зарядами, и которое является особым видом материи.
И вот именно это поле каким-то образом видит, что в каких-то атомах не хватает электронов на орбиталях, и начинает воспринимать атом как заряженный объект. Причем в данном случае это поле работает как абсолютно неправильное электричество, где два одноименных заряда притягиваются. В общем, об этом можно снять целый отдельный фильм. А мы вернемся к нашим молекулам и подведем итог. С самого начала вроде бы безжизненные атомы находятся внутри электростатического поля. Это самое поле позволяет атомам создавать молекулы и вообще все во Вселенной. Некоторые молекулы совершенно случайным образом оказываются сформированными внутри одной геотермальной лужи, гейзера, где с помощью тщательно подобранных или совпавших условий они не распадаются, а наоборот склеиваются в нуклеотид. Одновременно отсекая огромное количество, более 50, если даже не 80% всего состава отсеивается как лишний шлак, и оставшиеся нуклеотиды склеиваются сначала в звенья, а потом и в цепочки РНК и ДНК. Затем цепочки начинают без видимой на то причины копировать сами себя, создавая при этом массу новых молекул исключительно для копирования. Затем для транспортировки, для создания белков, стенок и так далее. И все это происходит при помощи электрических зарядов и под управлением некоего поля, допустим, электростатического, которое, кстати, идеально подходит для объяснения помех и наводок в примере с эволюционным программированием. Кстати, вы же знаете, что все приказы внутри хоть вашего организма, хоть микроба передаются именно с помощью электрического сигнала. Нет, конечно, и химические сигналы тоже есть, и их вроде бы даже больше, но давно замечено и экспериментально подтверждено, что химические реакции в клетках начинаются только после возбуждения электрического поля вокруг них. Оно всегда реагирует первым. Оно отдает управляющую команду, которую потом клетки транслируют друг другу с помощью химических нейромедиаторов, например. Именно на этом языке получают команды рибосомы, РНК, полимеразы и прочие рибозимы. Более того, электрическое поле вообще и электростатическое в частности в принципе показывают довольно интересные возможности по их взаимодействию с материей. Например, довольно известный эксперимент, который иногда называют наплавной мост. Суть эксперимента в том, что в два находящихся рядом стакана с водой или другой жидкостью, например, с маслом, подается ток высокого напряжения. Само собой, между катодом и анодом образуется разность потенциалов, и все, что находится внутри их радиуса действия, начинает с этим полем реагировать. Причем по-разному. Жидкости, например, начинают переливаться из одного сосуда в другой, буквально по воздуху, образуя словно в невесомости эдакий наплавной мост. Естественно, этому нашлось объяснение. Но в данном случае нам интересна именно визуальная часть. То, как ведут себя жидкости под действием тока. То, как на их поверхности буквально показываются отпечатки соприкасающихся полей, которые, как выясняется, ищут не строго кратчайший путь, а устроены довольно сложно. У каждого объекта при желании можно разглядеть на поверхности жидкости свой уникальный рисунок электромагнитного поля, его уникальную конфигурацию. А главное, невооруженным взглядом видно, как материя использует электрическое поле в качестве эдакого шаблона, по которому оно движется, некоего скелета, в который она словно бы одевает снаружи материей. Если вы мне скажете, что в таком опыте напряжение составляет от 10 киловатт и больше, то я вам отвечу, что это лишь образец, визуальная часть.
На атомарном уровне, там, где взаимодействие между отдельными атомами, не нужно никаких киловатт, даже ватт не нужно. Скорее всего, на таких микроразмерах у электромагнитных или электростатических полей гораздо более четкий рисунок. И вполне возможно, что ДНК и РНК формируется не только под воздействием химических эволюционных законов, но и под воздействием конфигурации электростатического поля, где атомы не просто соединяются друг с другом, но попадают в узлы соединения полей, как бильярдные шарики в лузы. То есть, другими словами, жизнь зародилась не в ДНК и не в первичном бульоне или первичной пицце. Она зародилась в малоизученном электростатическом поле. Можно назвать его эфиром. А саму конфигурацию электростатического или электромагнитного поля – душой. И только затем это самое электростатическое поле начало формировать под себя материальные носители, попросту одевая на уже готовую схему атомы, молекулы, нуклеотиды. Что ж, я могу быть неправ, скорее всего неправ. Но кто мешает нашим химикам, прежде чем издеваться над получением жизни из ничего, просто взять уже готовые ДНК без клеточной оболочки, без ядра, голую ДНК, расщепить их на кусочки по 10 или 30 звеньев и подождать, пока из них не эволюционирует какой-нибудь микроб. Это ведь проще? Или нет? В том-то и дело, что нет. Ведь недаром на латыни душа называется словом анима, то есть то, что анимирует, оживляет. А потому душа по самому древнему античному определению есть абсолютно у всех живых существ. Но об этом в следующей серии.